Друзья, всех приветствую на канале. Это будет особенная часть видео по русской рыбалке 4, потому что мне удалось поймать целых 2 трофея в первый раз за всю историю моей игры. Эмоции переполняют. Попрошу вас поставить сразу лайк на это видео. Давайте наберем рекордное количество лайков вообще на этом канале. Прожмем столько, сколько мы еще не прожимали. Посмотрим, какая эта цифра будет. Ну и перехожу к рассказу. Значит, играл я в русскую рыбалку. Да, к сожалению, есть только один минус. Я играл без видео, но я основные моменты, естественно, заснял. Когда увидел сам трофей, и саму точку, и сам улов. Конечно, сейчас я вам покажу все это дело, как это было. А в этой части мы пойдем потом в эту же точку и попробуем повторить мои успехи уже на видео. В общем, играл я на точке 8787. Кто-то в чате там рандомно подсказал, что вот в ту точку можно сходить половить. А точнее даже в комментариях. Кто-то про это написал, я этот комментарий себе на заметочку оставил. Ну, на этой локации мне удалось вот поймать первый трофей. Уклейка 133 грамма. Я сначала даже не понял, что произошло. А это, оказывается, был трофей. Первый трофей на уклейку. После этого, вот эта локация как выглядит. Ну, я думаю, тут вы и так прекрасно знаете, как выглядит эта локация. Ну, достаточно она интересная. Мне даже больше она нравится, чем предыдущая, на которой я ловил. Ну, в общем, ловил я на 2 поплавочные и на 1 донную, значит, удочку. По наживкам самое интересное, знаете, на что уклейка трофейная клюнула? На кашу перловую. Это вот что самое интересное. У меня на одном удилище была муха, на другом каша перловую для разнообразия. И именно на кашу перловую в тот вечер она клевала. Ну, давайте сейчас пойдем посмотрим. Я примерно час реального времени играл. Вот, успел я заснять конечный свой улов. Сейчас я вам покажу, что я там наловил. Вот, как видите, за час. Это вообще мой рекорд, наверное, абсолютно рекорд канала этой игры. Вообще, вот все рекорды личные свои побил. За 1 час, 1 минуту игры. Вот такой огромный улов, в том числе 1 трофей. И получилось за это все выручить у меня 114 серебра. Ну, я не знаю, для вас это может немного, но для меня это очень много получилось. И это, друзья, еще не все, на этом не конец. После этого я пошел еще, хотел кое-что попробовать. Буквально думал так, на минуток 5-10 закину, там удочку какую-то хотел проверить. Не помню уже что, но смотрите, что мне еще раз выпало. Мне выпал еще 1 трофей на уклейку, второй уже за этот мой вечер. Грубо говоря, это за плюс-минус час с лишним времени, реального времени, да. 126 грамм уклейка на этот раз мне выпала трофейная. Это вот была все та же точка, да, 8787. Также 2 удилища поплавочных, 1 донное. И самое интересное, я даже поставил себе новый рекорд на донном удилище, на котором я более-менее кое-как вроде бы научился играть. И вот здесь появился у меня еще 1 интересный улов. Это не трофей, но для меня это рекордная рыба по килограммам. И такую рыбу я еще не ловил. Сейчас вы посмотрите, что это за зверь был пойман мной на это удилище. А это ясь. Ясь на килограмм 266 грамм. Плюс какое-то задание там квалификации фидер я выполнил. Ну и после этого мне дали еще вот за получение уровня новое удилище такое вот красное. Вот в этой части, наверное, мы продолжим на этом сочетании ловить. В общем, ставьте еще раз лайк за вот эти трофеи, которые я поймал. А в этой части мы сейчас с вами пойдем ловить уже, так сказать, в прямом эфире на эту же точку уклейку. Ну и на доночном удилище посмотрим, что выпадет. А может быть, сегодня без доночного, тупо на поплавочных будем двигаться. В общем, переходим к видео. Ну что ж, друзья, грузимся мы на озеро Комариное. 10 утра у нас. Попробуем в этой части, опять же, повторюсь, пойти на ту самую локацию 8787 и половить на 3, наверное, поплавочных удилища. В этой части, наверное, бездонного обойдемся, чисто вот ради эксперимента. Вот посмотрим, насколько часто будут клевать уклейки и другие рыбины. Сейчас попробуем разные наживки и так далее. Есть у меня такое ощущение, что мне просто тогда повезло. Но сейчас проверим, работает ли эта точка так эффективно, как в тот раз. Вот у меня она работала. Давайте идем. Вот обычно я здесь ловлю 70-87, да, локация. Но мы идем на 87 локацию. Так, кстати, давайте я подарки не проверил, сообщений не было никаких, сообщений никаких не было с той серии. Но, друзья, огромная благодарность вообще всем, кто
отправлял какие-то наживки, вот в том числе муху, да, и так далее. Мне это очень сильно пригодилось. И у меня хоть есть на что ловить сейчас. Если бы мне они вообще ничего не присылали, даже не знаю. На червя бы, наверное, стоял, ловил. Вот она, эта локация. Да, это она. Так, ну что ж. Давайте сейчас... Как тут быстро это меню. Приступим. Так, 1, 3, 4, 5, да? Так, первое, значит, у нас, давайте, на чем у нас будет? На каше перловой давайте. Первый будет у нас удилище. Второй давайте будет у нас на мухе. Ну, а третье... Это тоже муху поставим. Будет каша перловая и муха. А может быть, даже червя попробовать. Давайте для эксперимента червя возьмем. Просто вот посмотрим, будет что-то клевать, не будет. Уклейка есть, черви не ест. Вот, еще такой вопрос, друзья. Вот кто шарит, почему у меня некоторые вот катушки почему-то сломаны, хотя я их даже не использовал. Если вот я правильно помню, некоторые вот наполовину изношенные. Это такие мне подарили или в чем проблема? Или они сами все изнашиваются, когда лежат в рюкзаке? Ну, поехали. Давайте первую закидываем. Так, лопата надо мне, конечно, с комбинациями быстрого выбора удилищ как-то поработать в следующий раз. Так, вот это вот мне не надо. Мне вот надо вот это. Давайте сюда посередине закинем красную. Хотя, давайте так лучше сделаем. Так, все, теперь ждем-с. Теперь ждем-с. Копанем червей, пусть будет. Угу. Вот таким способом я еще ни разу не ловил. Оп. Первая, друзья, пошла. Я так понимаю, это уклейка будет. Неужели сегодня будет клевать? Уклейка, 56 грамм, действительно. Неужели клев сегодня будет рабочий? Единственное, я только не посмотрел, насколько по глубине я там установил. Ну, вроде там 18 сантиметров, как и подсказывали, везде установлено. Может быть, с какими-то небольшими погрешностями. Но это все с целью эксперимента было сделано. Сейчас вытащим, когда что-то я проверю, естественно, все удилище. Так она так болтыхается, это волны? Или там она поджирает меня? Оп. Поджирала, походу. Еще уклейка сейчас будет. Это на муху. Это на муху. 89 грамм уже уклейки тут. Давайте туда же закидываем. Оп, тут что-то... А, нет, показалось. Тут у нас на червя. Тут на червя. Посередине удилища на червя. Ну, естественно, если прям будет плохо или, да, не уклейка будет колевать, поставим либо кашу перловую, либо ту же муху. Пятерочка, пятерочка. Что-то она нырнула вроде, или мне показалось. Так, что-то там она, да. Аккуратненько хавала, маленькая сейчас будет. 22 грамма, да, уклейка. Прикольное удилище, оно, походу, у меня самое крутое, вот, что касается поплавочных. Да, и дали его, опять же, за... Так, за получение уровня. Смотри, тут двойной клев прям. Ротант, так, это нам не надо. Давай, пятая, что-то прям смотри, куда она. Блин, увело ее так и сорвалась. Там ротана вообще мы как-то поймали. Но здесь уклейка. Это все, вот смотрите, каша перловая с уклейками. Тут червь у нас. Так, еще что-то клюнуло. Еще уклеечка. Слушайте, ну с таким темпом мы можем и сегодня в этой части трофей поймать. Ну, либо, я не знаю, конечно, как часто они падают. Я все-таки склоняюсь к тому, что мне очень сильно повезло. В той части, как видели, 2 трофея. Так, еще уклеечек. Ну, фарм у нас идет, смотрите, рабочий прям. Эта точка, по крайней мере, прям хорошо клюет. Я не знаю, почему как-то тут принято советовать точку 7087, да, для фарма уклейки. Как по мне, вот опять же, вот прям на ваших глазах я вам показываю, что эта точка лучше работает. Причем разница вот в записи
не в записи от игры в предыдущей части, вот, которую я вам показывал, да, и вот сегодняшней игры, разница примерно в неделю. Окунь, смотрите, даже клюнул тут. Ай, рано, да? А вот первый там повело куда-то. Блин, то ли мне показалось, то ли сорвалась она. Так, ну сейчас, в принципе, везде крючки маленькие. Я вот на второе удилище просто смотрю, думаю, заменить червя, не заменить червя. Что даже, судя по эффективности, да, вот ловли сейчас, вот на данный момент, клюют чаще товарищи вот по краям. Такс. Что это у нас? Тоже уклейка, да? Уклеечка. Вот тут вот что-то, смотрите, вот наклевывается. Но не может она прям съесть ее полностью пока что. Балуется, а мы вот сейчас здесь вытащим что-то. Не вытащим. Нет, не вытащим. Ну давай, ё-моё. Оп, все есть. Съела она наконец, но это не уклейка. Уже я так вижу издалека, да, плотва это. Обыкновенная. Тикс. Да, надо посмотреть по поводу глубины, насколько я тут установил. Сейчас посмотрим, как поймаем уклейку. Опять плотва. Опять плотва у нас. Здесь у меня 18 сантиметров ровно все. Что касается вот этого удилища, сейчас мы вытащим. Тоже, походу, плотва будет. А, окунь вообще. Здесь у меня тоже 18 сантиметров, на удивление. Ну, как видите, эксперимент пока продолжается. На червя тут еще ни одна уклейка не клюнула, естественно. Сейчас тогда поменяем. Так, 58 грамм уклейка. Вот опять там вот красное удилище, вот опять что-то наклевывается, вот прям колбасит его там поплавок этот. Давайте вытащим. А, блин. Зря я, да? Зря. Ладно, давайте на этом удилище все-таки поставим другую. Наживочку другую. Еще уклейки, потому что тут уклейки прям хорошо идут. Ну что, пятая? Клюнешь, нет? Успею я поставить? Блин, она, по-моему, сейчас под воду, да, ушла? Когда я в гараж, говорю, в рюкзак хотел зайти. Это плотва. Плотва была. Удивительно, вроде муха, но плотва. Прям сумасшедший клев идет, сумасшедший, не успеваю ничего делать. Ах, сорвалась. Так, давайте все быстренько бежим. Давайте поставим тоже здесь муху. Крошечные крючки у меня. Кстати, вот влияет на что-то сами поплавки вот эти вот? Или только визуальное отличие? Все, вроде сейчас успокоилась. Нет, не успокоилась. Ну это опять плотва летит. Плотва, смотрите, на кашу перлову. А я вам трофей именно уклейки поймал на кашу перлову, чтобы вы понимали. Что это такое там тяжелое? Лягушка. Лягушка жесткая, чуть мне леску не оборвала тут. Так. Я только, кстати, не помню, единственное, я там в прошлой части вставил вам весь улов свой, но должен был вставить, наверное. Скриншотик, еще уклеечка. Ну, смотрите, удилище посередине все равно, даже вот я поменял наживку, да, на муху. Все равно вот не идет у него как-то. Лягушку вообще умудрился поймать на муху. Может быть, кашу перловую туда поставить все-таки. Не, ну вообще, вот что касается игры, русская рыбалка, фантастическая игра. Мне прям вот она нравится очень сильно в плане атмосферы, особенно, знаете, там, когда играете там ночью или рано утром,
Когда здесь времена суток меняются, как тут прям ощущаете, что и день меняется, какие-то эмоции такие, знаете, уникальные, особенные. Лампово, очень лампово получается, особенно если там какой-нибудь кофеек пить, да? Вот если я еще разберусь, как тут костер разжигать, как это все работает, чтобы еще сильнее атмосферу поддерживать. О, что-то у меня там вторая уклейка еще будет, да? Второе удилище тоже там наклевывается. Опа! Что, будет? Ну, наконец. Смотри, тут прям 3 удилища, все клюнули. Все клюнули. Сегодня какой-то вечер уклеек у нас тут. Да, посмотрите. Все 3 удилища прям выдали по уклеечке. Давайте забрасываем. Пока оставляю я тут муху. Но хочу кашу попробовать. Что-то в этой каше есть. Вот, если еще раз выпадет трофей, именно на кашу перловую, то это будет лучшая схема для ловли. Потому что, опять же, все комьюнити в комментариях советуют ловить именно на муху уклейку. Опять уклейка. Что-то повело. Вижу, что повело, но... не сильно, потому что маленькая на рыбина была, видимо. Так, на 5-й, на красный у нас уже клюнула. Но тут как-то неудачно я вытащил. Так. Вторая там тоже повелась. Повелась, но сорвалась. Не знаю, отличнейшая точка просто. Причем вот с вами я вот впервые именно на 3 поплавочные удочки ловлю. До этого у меня там одна донная была, я просто учился на ней ловить. Там у меня впервые там колокольчики зазвенели, да, ну оповещение, что рыба там какая-то клюнула, сработала. Я там на ней хоть как-то более-менее научился. О, ясь, вот я в той серии язи на килограмм вообще поймал, как раз на доночную удочку. Знаете, тут глаз да глаз. Тут вроде на секунду отвлекся, смотришь, там уже поплавок под водой. А на лягушку там, если я просто за чатом смотрю, параллельно, да, там на лягушку трофеи что же есть? Лягушка, это тут... Лягушки бывают трофейные, очень интересно. Время 15:46. По рыбачьему игровому времени. Клейка. Кстати, я и, по-моему, ночью умудрялся уклейку ловить. Не знаю, как это у меня получалось. Но если до ночи я тут сейчас доснимаю, то посмотрим, что там клевать будет. Говорят, ночью надо червя навозного ставить и ерша ловить. Но мне как-то с ершами не особо везет. Не особо везло. Может быть, 1-2 ерша мне попались, но прям не было такого массового, как с уклейками у нас тут происходит. Ну, вроде, опять же, я по комментариям все смотрел у меня на канале. Спасибо, что оставляете, во-первых, комментарии, во-вторых, что какие-то советы даете. Спасибо за лайки, кто на канал подписался. Всем спасибо. Не забывайте, да, подписываться, кто не подписан. Если не сложно, лайк тоже поставьте на это видео. Потому что часть такая уже уникальная. Тут какой-то, знаете, какой-никакой, как я считаю, более серьезный прогресс уже для новичка такого, как я, происходит. Что ж такое? Обманывает меня рыба. Опа! Друзья, трофей же это? Это ж трофей? 3 трофея! За серию получается. 3 трофея. Уклейка, трофейная. Но это на муху я поймал. Да, трофей. Судя по чату, можно посмотреть. Ура, трофей. Ну, это так и напишем. Ура, трофей. Так.
Но это было поймано на муху, но, опять же, я повторюсь, что и у меня в прошлый раз на кашу перловую трофей уклеечный попался. Так, ну тут прям вообще фарм дикий идет, уклеечный. Так. Интересно, а вдруг будет еще один трофей? Я уже как-то... Я сначала не верил, что вообще у меня получится трофей. Сначала думал, трофей — это очень тяжелая рыба. Но в случае с уклейкой это не так. И любой игрок абсолютно может ее поймать. Это все, кстати, на вот это новое красное удилище у меня получилось сделать. И плотва обыкновенная тоже тут попадается. Я еще по чату смотрю ротану. Тоже часто мне попадается ротан. Относительно часто. Но тоже трофей не такой уж и большой там, да? 508 грамм. Я ясь ловил на килограмм. Для меня ясь-то вообще что-то с чем-то было. Блин, сорвалось тут. Что, опять плотва обыкновенная у нас? Просто еще раз хочу посмотреть на свой трофей. Да. Блин, опять тут опоздал я. Так. Ну чё ты тут? Ныряй давай. Рано. Рано. У нас там вторая тоже, да? Все, вторая пошла. Дайте еще трофейчик. Дайте еще трофейчика. Да, кстати, я пытался и 4 удилища поставить одновременно, но игра тут ограничивает, да, нас использованием максимум 3. Не, ну в теории, если бы можно было неограниченное количество удилищ ставить, наверное, это мега фарм был бы. Ну, игра бы от такого сломалась. Ну, разработчики говорят, ну хорош, ну куда вы? И так мы вам 3 удилища дали. Ловите на 3, ну куда вам еще? Не наглеете, да? Куда там 4-е, 5-е? И, кстати, вот трофей был... А, ну на правое удилище был пойман. Я просто подумал, может посередине нет. На правое был пойман. Хотел себя оправдать, что я не зря поставил муху на удилище. Ну, кстати, вот на кашу перловую пока не поймано. Вот на муху поймали мы, да. Блин. Рыба сегодня какая-то умная, обманывает меня. У меня в той части такого не было, когда я играл. Не было обманных движений никаких. Ну, сейчас вот заметно хуже стало клевать. Как видите, 6 вечера. Видимо, уже в это время она потихоньку спать уходит, уклейка. Вот самая жара с утра, да, и до часов 5 примерно, плюс-минус самый пик. Ну, как видите, судя по моей ловле, это так и происходило. Вот здесь что-то будет сейчас. Ну, это маленькая прям. Там издалека видно, что маленькая-маленькая была. Так.
Плотва. Там, кстати, в чате пишут, что... Ну, спрашивают, где уклейка. Там советуют 8787. А до этого все время советовали 7087. Я не понимаю, как... Игроки прям мониторят, где уклейка водится, где она меняется, не меняется там. Вероятность ее ловли. Вероятность обитания. Уклейка. Что, 5-я будет? Я просто красное удилище 5-е называю, потому что у меня надо цифру 5. Я на нее переключаюсь. Ну тут я вижу, по чату тут тоже вот чел поймал уклеенную трофейку, хотел сказать. Трофей на уклейку. То есть у меня тоже есть шанс еще поймать. Ну давайте сейчас парочку еще рыбинок поймаем. Пойдем посмотрим на улов. Сколько получилось поймать, сколько выручить за это получится. И будем на этом серию заканчивать, потому что она и так, я думаю, слишком насыщенная получается. 3 трофея. С предыдущий улов я вам показывал. По поводу на что тратить серебро, я пока даже понятия не имею. Я хотел сначала удилище 3-е поплавочное купить, но мне игра сама его выдала. И я, ну, соответственно, не стал его покупать, поэтому пока не знаю, на что лучше тратить. Вот, суперэксперты в комментариях напишите, пожалуйста. Как вы думаете, вот, ну не как вы думаете, вы по-любому знаете, да? На что тратить первое серебро новичку? Вот в моем случае на что мне тратить? Вот у меня муха заканчивается, как наживка. Может, наживки мне надо купить? Плюс там еще есть какая-то прикормка. Я эту тему еще не раскрыл. Может, с прикормкой еще эффективнее бы у меня ловля происходила. Хотя она и так сегодня получилась просто мега отличнейшая. Так, ну давайте для разнообразия сейчас на одном из поплавочных поставим червя, наверное, навозного. Чтобы попытать свою удачу на ловлю ерша. Вот здесь поставим. Может, такое ощущение, что уклейка спать пошла. Давайте попробуем червь навозный вот здесь. А по поводу крючков, там также в совете написали, что не надо менять крючок, ничего не надо. Там все то же самое, как на уклейку, только вот в наживке и во времени суток разница. Так, проворонил там у меня. Сорвалось. Да, тут глаз на глаз нужен. Эту кнопку нажал. Так, успевать. Успеваем. Ну, это опять плотва. Там что-то у нас тоже клюнуло. Оп. Кстати, плотва это на червя навозного клюнула. А здесь вот каша перловая тоже плотва. Хотел копануть червей чуть-чуть, потому что энергия заполнилась. Просто не знаю, на что ее еще тратить. О, червь навозный даже выкопался у нас здесь. Так. Тут что-то у нас клюнуло. Опять плотва, что ли? Ну да. Ну все, уклейки, я же говорю, видите, спать пошли. В это время уже вряд ли они будут. А вот здесь уклейка. 50 грамм. Ну, даже там в чате, вот видите, пишут, ёрш ночная рыба, не ночная. Ночная, конечно, вот. На ерша какой крюк, спрашивают. Но мне советовали вот маленький. Посмотрим, что там советуют челику. Нет, просто ночью гораздо чаще клюет и прилова меньше. Что-то отвлекаемся. Это что-то, это не уклейка. О, друзья, еще трофей!
максимальное количество пойманных хвостов за сутки. Личный рекорд, во-первых. А во-вторых, 4-й трофей за день. 4-й трофей за день. Охренеть. Это вот на кашу перловая было поймано. А это вам о чем я говорил, что все предыдущие трофеи были на кашу перловой пойманы, за исключением вот сегодняшних уловов, да? Трофей уклейка. Все еще клюет, смотрите, 20-39. Чувствовал я сегодня, что клюнет 2 трофейчика у нас. И оно так и произошло. Но это мега супер-пупер-дупер. Слушайте, насыщенная серия. С вас, друзья, обязательно лайк на эту серию. За такое, я думаю, нам надо рекордное количество лайков еще набирать. За рекордное количество улова на моем аккаунте, на моем канале. Открыт у меня светящийся поплавок. Еще одна уклейка на кашу перловую. Как бы тут, знаете, вечером, если она не спит, да, ну уже как вечер, ночь уже 9. Или как ночь? С 10 ночь начинается, как принято. В общем, я к чему? К тому, что на кашу перловую он как бы тут лучше вечером, ночью клюет. Здесь тоже уклеечка, да? Так. Большая какая-то, ну это плотва. 775 грамм. Ничего себе. Да что ж такое, срывается у меня. Вот сегодня удилище посередине вообще не заходит у меня. Ну что, давайте ловим там заключительных рыбешек любых. И будем на этом серию тогда заканчивать. Ну, пойдем, естественно, посмотрим по улову, сколько за это можно выручить. Блин, ну 4. Я вообще не ожидал, честно, 4 трофея за серию. Такого я не ожидал вообще. Абсолютно. Да что ж такое? И тут тоже что-то срывается у меня. Давайте, финальную рыбешечку. Любую уже давайте. Будет концовка у нас. Трофей плотвы, я вижу, поймали. Ух, нифига. Ух, нифига, это что такое? Уже не важно, что это такое. Все в тумане у нас. Так. Это плотва. Все это удилище убираем. Давайте здесь сосредоточимся. Вот здесь что будет? Уклейка, не уклейка? Уклейка. 37 грамм уклеечка. И самое наше невезучее удилище посередине. Ну что, клюнем мы, не клюнем сегодня? Червь навозный. Ходу уже все, не клюнем. Ну ладно. Пойдемте сейчас проверим, сколько за это можно выручить. Заодно воспользуемся бесплатной едой здесь, да, на локации. Ух, ну серия вообще серия шикарная, слушайте. Такой насыщенной серии на канале, повторюсь, у меня еще не было вообще, в принципе. 22:07, 08. Красиво тут так, атмосферно, вид шикарный. Бежим продавать. В локации деревни сколько тут игроков? 66, да? Практически тут никто не ловит. А тут тоже, смотрите, трофей уклейка. Поймал чувачок. Так, еда. Все, халявно поели. Ну, тут даже луна в этой игре есть. Только сейчас обратил внимание. Ну и давайте заценим рыбный рынок. Чикс. Вот такой улов получился. За 27 минут, друзья. 27 минут игры на вот этой шикарной локации.
8787. Получается 147 серебра. По-моему, даже больше, чем у меня получилось за час игры. Той вот серии предыдущей, которую я в начале видео вам показывал. Видите, тут 2 трофейные уклейки по 36-35 серебра за каждую. Получилось вот выручить. Что ж, давайте продаем. Того уже 493 серебра у меня накоплено. В общем, друзья, такая серия. Пишите в комментарии, на что это серебро лучше потратить. Пишите ваше мнение, вообще понравилась, не понравилась вам серия. Ставьте обязательно лайк на это видео, на канал, если не подписаны. Обязательно подписывайтесь. В ближайшее время, я думаю, мы уже в формате стрима будем с вами вместе взаимодействовать. Всем удачи, друзья, всем покедов.